В настоящее время ситуация в Донецкой и Луганской народных республиках очень сложная. Можно сказать, что по всему фронту идут встречные бои. Украинская сторона никогда не соблюдала перемирие. В течение всех 4 месяцев, когда оно формально считалось действующим, не прекращались обстрелы мирных городов, сел, поселков, объектов промышленности, шахт. Было много жертв, много разрушений. Но после того, как Украина отказалась вести дальнейшие переговоры, она развернула полномасштабные террористические обстрелы Донецка, Горловки, пригородов Луганска. Количество жертв сразу увеличилось, можно сказать, в 10 раз. Каждый день, ежедневно гибнут люди в количествах 10-15 человек. Это только то, что нам известно. Количество раненых ежедневно достигает десятков. Повторяю, речь идет исключительно о гражданском населении. Естественно, что ополчение не могло более терпеть обстрелов с близкого расстояния основных городов, основных объектов инфраструктуры, которые необходимы для выживания, особенно в условиях достаточно суровой зимы. В этом году зима суровая. И попыталась нанести удары по позициям противника, отодвинуть эти позиции от Донецка, от Луганска и от других крупных населенных пунктов. К сожалению, общие силы ополчения и в живой силе, и в технике, и в артиллерии уступают украинской стороне. Поэтому после первоначальных незначительных успехов начались встречные бои с подступающими с тыла оперативными и стратегическими резервами вооруженных сил Украины. Сейчас по всему фронту эти бои продолжаются. Бои основные идут вокруг Дебальцевского котла, где сосредотачивались для возможной атаки силы украинской армии, которые планировали быть задействованы в наступлении на рассечение Луганской и Донецкой республик. Очень жестокие бои идут вокруг Горловки. Горловка вообще крупный город, который сейчас очень сильно страдает от обстрелов. Каждый день там по 1,5-2 десятка убитых среди мирного населения. Тяжелые бои идут в районе Донецкого аэропорта, который хотя и взят штурмом ополчением, но подступы к нему по-прежнему в руках украинских войск, поскольку там это районы достаточно густой застройки, и под их прикрытием украинские силы пытаются вернуть утраченные позиции. Пригород Донецка, Авдеевка, там с 50-тысячным населением, он тоже в зоне самых ожесточенных боев. Пески, Красногоровка и Марьинка – это поселки, которые находятся на западных и юго-западных окраинах Донецка. Они были захвачены украинской стороной в ходе наступления еще в начале августа, и теперь за них тоже идут бои. Южнее, на Мариупольском направлении, также имеют место боевые действия. И сегодняшний обстрел Мариуполя, который произошел из систем залпового огня «Град», это результат, естественно, провокации украинской стороны. Ополчению нет ни смысла, ни желания обстреливать свой собственный город, где живут их родственники, тем более, что на фронте находится очень много мариупольцев. И они никогда бы не простили своему командованию обстрелов по площадям городской территории. Тем более, что это не имеет ровным счетом никакого военного смысла. На севере, под Луганском, то есть кроме наступления на Дебальцевский котел, идут ожесточенные бои вдоль реки Северский Донец, где ополчение пытается взять ряд плацдармов на северном берегу и отодвинуть фронт украинских войск ближе к Лисичанску, одному из ключевых городов Луганской области, Луганской Народной Республики. В целом сейчас можно говорить о том, что втрое примерно уступающие по численности, а где-то на некоторых участках и в 5 сил ополчения, все равно, хотя и с тяжелыми боями, но постепенно теснят украинские войска. Теснят их на запад, хотя темпы этих продвижений очень незначительны. И окончательный исход сражения на данный момент не предрешен. Можно единственное, что сказать, что украинская сторона не решается применять масштабную авиацию, поскольку все-таки
полагает, что российские силы противовоздушной обороны защитят города и поселки Донбасса от авиационных ударов. Собственно, это все на данный момент. Что-то, если уточните, спрашивайте. Движение «Новороссия», поскольку оно является сугубо общественным и не имеет никакой государственной поддержки, его средства ограничены, как материальные, так и людские. И поэтому движение пытается по мере своих скромных сил оказывать гуманитарную помощь населению и гуманитарную и техническую помощь ополчению на наиболее острых участках, где требуется данная помощь. Условно говоря, мы затыкаем дыры там, куда не доходит помощь российская или помощь центральных органов власти Донецкой и Луганской республики. В этом и весь смысл. Кроме того, мы, по сути, пытаемся создать медицинский тыл сражающейся армии Новороссии, помогая медицинским органам, занимаясь реабилитацией раненых, их помощи тяжелораненым, протезированием, всеми необходимыми, связанными с этими вещами. Ну, конечно, сказать, что мы выполняем это хоть сколько-нибудь в достаточном объеме, нельзя. Но тут надо понимать, что работает не только движение «Новороссия». Мы только стараемся объединить различные структуры, которые этим делом занимаются, скоординировать их деятельность, сделать ее более оптимальной. Есть еще десятки организаций, больших и малых, которые либо с нами еще не объединились, либо не собираются объединяться к каким-то соображениям. В целом, наша общая, можно сказать, работа, она все-таки имеет значительный вес. Без этой работы ополчению и ранее, и сейчас было бы сложно сражаться в той степени, в какой ополчение сражается. Я думаю, что сербам было бы очень интересна ваша визия на как вы видите исход войны. Ну, естественно, как человек, который сражался на этой войне, я верю в то, что в этой войне будет одержана победа. И искренне надеюсь, что это будет неограниченный успех, который приведет к освобождению только Луганской и Донецкой республик, но и это будет решающий успех, который приведет к свержению прозападной, антирусской и антиславянской в целом хунты, которая захватила власть в Киеве год назад, и к восстановлению славянского единства Украины и России, всей Украины и всей России, в том числе, конечно же, и Новороссии. Što se tiče mene lično i organizacije na čijem sam čelu, Treća Srbija, a uveren sam da mogu da govorim i u ime praktično svih Srba, mi dajemo apsolutno svu podršku narodu Novorusije, znajući sa kakvim zlom se oni bore, zato što smo i mi Srbi tokom 90. godina imali tu nesreću da se sukobimo sa pomamljenim neonacizmom kako u Hrvatskoj, tako i na prostoru Bosne i Hercegovine. Na prostoru Bosne i Hercegovine smo se još dodatno sukobili i sa radikalnim islamom. Tako da mi jako dobro znamo sa čime se narod Novorusije danas susreće, znamo sve strahote rata, znamo sve strahote humanitarne krize koja se u ratu nalazi i znamo takođe za veliku opasnost koja tom narodu preti, a koju je moj narod doživeo i na prostoru Kosova i Metohije i na prostoru Hrvatske, a to je da narod bude proteran sa svojih vekovnih teritorija, kao što se nama u Hrvatskoj desilo, govorimo o nama Srbima, i da, imajući u vidu da je Hrvatska tada imala podršku Zapada na isti onaj način na koji danas Ukrajina ima tu jednu podršku atlantističkih snaga i da niko za to gotovo ni ne odgovara. Переводить не надо, я все понимаю. I baš iz tog razloga mi znamo da moramo prijateljima da pružimo podršku, tim pre što su i Rusi, pa i vi lično nama tokom 90. godina pomagali i mi smo na tome naravno zahvalni, a srpski narod ima jednu divnu poslovicu koja kaže pamti pa vrati. I mi ćemo se zaista truditi svim snagama
pre svega da prikažemo istinu koja se u Novorusiji dešava, istinu o stradanjima, istinu o dešavanjima na terenu, a isto tako trudit ćemo se da koliko su god naše snage prikupimo humanitarne pomoći za ljude koji su sada u zimi i koji su u velikom problemu, kao što ste rekli, prosto da pokušamo da zajedničkim snagama izađemo iz jednog teškog perioda. Mi naravno znamo da se na kraju rat mora završiti, mi se molimo i nadamo da će se rat završiti što pre, zato što svaki rat pre svega odnosi civilne žrtve i najveći stradalnici su civili. Mi se nadamo zbog njih da će se on završiti što pre i da će se naći političko rešenje koje će odgovarati ljudima koji u Novorusiji žive. Спасибо за ваши пожелания, благодарим за помощь, она для нас очень важна. Со своей стороны я хочу сказать, что уверен, что если, вернее не если, а когда Россия вернет себе единство, вернет себе и реальный суверенитет и независимость, а это невозможно без воссоединения Украины, России и Белоруссии в единый снова русский народ. Я уверен, что тогда она сможет лучше помочь и Сербии вернуть то, что у нее отнято оружием, превосходящими силами западных агрессоров. К сожалению, мы не смогли это сделать в 90-е годы, но, как говорил один мой старый друг, история еще не кончилась, поэтому все, возможно, у нас еще впереди, возможно, снова русские смогут помогать сербам, как сербы сейчас помогают русским на фронте, и более успешно, чем это было когда-то в Боснии, Герцеговине и в Косово и Метохии. Спасибо. Trudit ćemo se zajedno. Hvala vam puno. Спасибо. Hvala.